Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном ролике рассмотрим варианты команд на босса Орфену. Их тут две и еще и перкунты в придачу. У меня тут есть два варианта команд. Это через неустрашимость и через призыв. Как раз таки я буду бить через призыв, потому что как бы уже вторая неделя и нам нужно 4 команды. Аура у меня слабая, поэтому мне нужна 4-я команда. И мне профитнее поставить сюда призыв, а уже неустрахами пойти на какого-нибудь другого босса. Поэтому всех ситуаций индивидуальные, поэтому рассмотрим оба варианта. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Тайминги здесь я использую вот такие. Что мне тут не нравится, это вообще вот эта вся рандомность, то что волк все равно у нас не держит с боевого неуязвимость. То есть у нас она на 10 секунд, откат боевого получается 9 с копеечкой, да. То есть по логике неуязвимость должна висеть всегда. Но этого не происходит из-за анимаций всяких и так далее. Поэтому все равно дебафы проскакивают. Если кто-то что-то ловит, какое-нибудь там замедление, все, начинается что попало. И урон, соответственно, от этого меньше. Даже бывает, что пачка может просто умереть. Я пока что набил 730. Это немного. В принципе, до этого реролил было и под 800. Ну и, соответственно, с кульвидой, когда она будет хотя бы с второй пробудой, уже можно что-то там рассчитывать на какие-то миллиарды, да. Ну, пока еще все-таки рано. По экипировке. Маштур у нас в щиты. Все, что связано, короче, с щитами. Мифик и сет. Далее. Настенка также в заливе. Атака. Тут еще защиты добавил. Да, можно, кстати, все равно на атаку поменять, потому что это нам все равно не помогает. Да, наверное, все-таки поставлю и... Ну, это будет уже на другом боссе. Так, идем дальше. Ну, Гуинавир, соответственно, все в урон. Ничего нового. Кульвида у меня как-то так одета. Раздача точности. Может быть, кстати, поменяю я потом немножко сетапы. Ну, пока вот как-то так. И вот такой вот волк. КД у него не 18, но почему-то, когда я даю больше ускора, то пачка вообще не живет. То есть он в цикл 18 не успевает. Но если я ему делаю, чтобы он успевал, у меня пачка просто умирает. Странно, но тем не менее. Поэтому вот как-то так. Расстановка тоже у нас вот такая обязательно. Вот это все, что касается именно неустрахов. И команда призыва. Собственно, ее я и буду использовать. Тоже урон получается нанести неплохой. По таймингам. У меня, в принципе, Лильванис 5, поэтому я использую тайминги вот такие. Соответственно, если она у вас не 5, то вы ставите тайминги на 18. И у вас даже будет... Если какие-то проблемы с выживаемостью были, то они вообще пропадут, потому что, по сути, я через Тиамат уже снимаю усиление с босса, а вы будете при таких таймингах кидать именно запрет. То есть на боссе усилений не будет вообще ни на перкунты, ни на орфенах. То есть мы и перкунты, и орфеном перекрываем. Это если с 18 цикл. У меня цикл 15. Поэтому, соответственно, и питомец без таймингов, волк без таймингов. Ну и Бернет у меня в заливе, поэтому просто и тормоза ставлю. Она не успевает, но даже и не важно. И главное стаки навесить, и все. По сетам. Тут у нас волчара. Кстати, почему-то здесь он более-менее нормально все делает. Поэтому здесь мне он как-то больше нравится. Вот тут он у нас уже как щитовик идет. Такие вот расклады. Тиамат максимум вообще в атаку. Ну и точности, чтобы вешала разлом. Пробовал Бернет в разломе, что попало. Получается вообще ненавижу ее, короче. Поэтому поставил разлом на Тиамат, и намного лучше все у меня выходит. Синтрелия. Как-то вот так. Она у нас тоже будет бафать на атаку соседнего союзника. Ну, вот в нашем случае Лильванис будет. И вокруг себя тоже будет бафать на урон. Все максимально в атаку. Далее Лильванис. Проблемки с шансом крита у меня. Ну и заточка вещей у меня под молнию. Поэтому чего-то тут от нее прям сверхъестественного просить нет смысла. Да, даже 100% не получается выжить. Ну, 92. Как-то там на рандоме что-то качу, короче. И Бернейт. Бернейт у меня тоже полностью в атаку сделано. С выживаемостью у данной команды вообще нет проблем.
потому что у нас и Тиамат, и Волк, именно всю пачку там штрафами закидывают, поэтому живем вообще на изи. Бернейт в заливе. Ускора чем больше, тем лучше, если Лильванец 5. А так, в принципе, пофигу даже. Вот такие вот у нас команды получились. Коды скину в описании, но все равно лучше, конечно, чем сами вручную вы не сделаете. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.